Немножко первых впечатлений от Куала-Лумпура. Остановился в отеле в районе Букит-Битанг. Это не самый центр города, но достаточно много здесь современных зданий. Правда, старых тоже. Из аэропорта добирался, не поверите чем. Ни такси, ни автобус, ни метро. Короче говоря, арендодатель мотоцикла предложил свои услуги довести до отеля бесплатно в качестве бонуса к аренде мотоцикла. Приятно, что не говори. Всем привет! В день прилета я никуда по сути не пошел. Местную симку с интернетом купил еще в аэропорту, а вечером после заселения в апарты начался дождь, и я просто отдохнул после перелета. А вот с утра я оценил особенности Букит-Бинтанга. Новые высоченные небоскребы, в одном из которых я как раз и остановился, здесь буквально в 20 метрах соседствуют не с трущобами, конечно, но с довольно невзрачными старыми домами. Это был прям очень сильный контраст. Тема лекции «Нью-Йорк. Город контрастов». Да я не был в Нью-Йорке. А где же были? Я был в Стамбуле, в Марселе. Пожалуйста, Стамбул, город контрастов. Какая разница? Объявление перепишем. Действительно, какая разница. Куала-Лумпур мне показался даже более контрастным. В 7 утра все еще было закрыто, но в мини-парк на крыше одного из торговых центров я заглянул. Парк на крыше даже звучит уже интересно. Хотя деревца там редкие и совсем еще молодые. Парком это все же назвать не совсем правильно. Скорее, просто приятная зеленая прогулочная зона. Но оттуда был чудесный вид на небоскребы центра, как раз со старыми домами у их подножия. Пока гулял, город начал оживать. Причем одними из первых стали открываться кафе для завтраков, где было довольно много местных. Но мне уже надо было стартовать из отеля. Я планировал на метро добраться до проката, чтобы забрать мод. Метро Куала-Лумпура оказалось довольно удобным и чистым, с неплохой навигацией для туристов. Цена поездки зависит от маршрута. У меня вышло в пересчете около 50 рублей. Удивило только то, что есть как подземные ветки станций, так и надземные. И я сейчас не про монорельс, как в Москве, хотя такой в КЛ тоже есть. Кстати, да, местные сокращают название Куала-Лумпур до КЛ. И, как потом выяснилось, это касается почти всех больших городов. Но мой маршрут охватывал далеко не только мегаполисы, и начал я с одного довольно интересного города, в 30 километрах от Куала-Лумпура – Путраджаи.